собственно, все, что вам нужно обо мне знать, наверное. Собственно, о чем мы сегодня будем с вами говорить? Это, в принципе, компонентный подход, такая парадигма фронтенд-разработки, веб-компоненты, которые вытекают из этого компонентного подхода, ECMAScript-модули, TypeScript, GraphQL, тоже не могу его не упомянуть. Ну и, конечно же, все знают, фронтенд обожает фреймворки, поэтому я не могу не упомянуть фреймворки. Давайте начнем по порядку. В общем, компонентный подход – это новый философский камень для фронтенд-разработчиков. Собственно, от этого диктуется огромное количество трендов. Например, веб-компоненты, наши фреймворки, самые современные, основаны на компонентном подходе, стилизация компонентов, атомный дизайн, построение архитектуры на основании компонентов и много-много всего. Но на самом деле трендов бесконечное количество, множество, и поэтому мы остановимся на конкретных. Например, к сожалению, жемчужина белорусского байонета, наш сайт Белорусской ассоциации бокса умер. Точнее, его передизайнили и перевели на новый URL. И теперь у нас есть новый козел отпущения, скажем так. Теперь это сайт, племенной питомник мопсов. На самом деле это все старая версия сайта, он теперь выглядит получше, ну, с их точки зрения, да. Но, допустим, используем этот пример. Я хочу использовать вот эту чудесную картинку с мопсами еще раз. Прекрасно, да? Что мне для этого может понадобиться? Я могу написать еще один сайт, скопировать туда эту картинку, возможно, в ней какая-то чудесная логика, и мопс нам подмигнет, но лучше всего использовать веб-компоненты. Собственно, в чем идея? Это сделать все компоненты юзабельными. Собственно, эта парадигма веб-компонентов основана на 4 возможностях JavaScript. Собственно, да, мне хотелось сказать о том, что, в принципе, эта технология, она была упомянута на GitHub еще, наверное, в 2011 году, а первые версии были анонсированы Google в 2014 году. Но тогда все это было очень больно, потому что все было основано на полифилах. Когда мы прогоняли эту презентацию, мне сказали, не все знают, что такое полифилы. Кто знает, что такое полифилы? Можете поднять руки? Отлично, кто-то все-таки знает. Но давайте я немножко расскажу. Опять же, у нас есть компонент, ну раз мы уже остаемся в контексте, у нас есть компонент mops. Отлично. И у нас есть набор браузеров, которые очень любят мопсов. И есть один чудесный браузер, который говорит, нет, мопсы не пройдут. Что же нам делать? Мы сделаем своего мопса из котиков. Собственно, что такое полифил? Это код, который реализует какую-то логику, не поддерживаемую в каких-то версиях браузера. Собственно, давайте перейдем обратно к веб-компонентам. 4 подхода. Темплейты, Shadow DOM, Custom Elements и модули. Что такое темплейт? Темплейт — это, по сути, часть кода, которая может быть скопирована и вставлена в любую HTML-страницу. Но при этом ее отличие в том, что до того, как мы ее вставим, она будет анализироваться на правильность отрабатывания кода, в ней будут анализироваться ошибки, но при этом в ней не будут отрабатывать никакие скрипты. Например, если у вас есть какая-то картинка или скрипт, он не будет работать, пока мы его не вставим на темплейт. Собственно, следующая парадигма — это Shadow DOM. Что это такое? Например, если мы берем тег аудио из нашего последнего HTML5, вставляем его на страницу, мы вставляем один тег, но по факту мы получаем какой-то огромный компонент, где куча инпутов, есть play button, есть индикатор отображения таймлайна, есть кнопка громкости и так далее. Да? Что под этим вообще происходит в коробке? На самом деле у нас внутри скрыта огромная реализация. И для того, чтобы эта реализация была защищена, ее инкапсулирует. И это нам позволяет сделать Shadow DOM. В данном случае аудио — это будет узел, в который будет вставляться Shadow DOM. При этом, если вы в этот аудио вставите какой-то другой контент, он проигнорируется. Мы будем использовать его, как он есть. В чем одна из главных фишек Shadow DOM — все стили внутри инкапсулированы. То есть никаким образом они ни изнутри, ни извне никак не будут влиять на те стили, которые есть на странице. И в том числе самой страницы мы не можем никак повлиять на эти стили, не используя какие-то суперхуки, которые предоставляют разные браузеры. Но хуки эти
обычно предоставляют не все браузеры сразу, поэтому фактически все элементы будут выглядеть одинаково везде. Следующее. Это как раз-таки кастом-элементы. Вот если бы мы раньше написали вот эту первую строчку кода, мы бы увидели ошибку в консоли. Сейчас мы уже можем наследоваться от HTML-элемента и создавать свои кастомные элементы, и потом определять их. В данном случае важная вещь, которую надо знать, когда работаешь с этими кастом-элементами, в каждом имени кастом-элемента должен быть дефис. Дело в том, что браузеры резервируют все имена без дефисов для себя, на всякий случай. Поэтому если вдруг мы напишем элемент, в котором не будет дефиса, он проигнорируется и будет ошибка. Все отлично. Что же дальше? В этом году наконец-то вышел Firefox 60, который поддерживает модули, про которые мы поговорим чуть позже, и поддержка теперь во всех основных браузерах. Вы не видите здесь Internet Explorer, его поддержка как бы прекращена, слава богу. Но кто-то говорит, что веб-компоненты — это прям так круто, и на них можно построить полностью все приложение. На самом деле это не так. Дело в том, что современные фреймворки предлагают нам ререндеринг страницы частичный, а вот веб-компоненты — это уже полностью какой-то статичный элемент. То есть мы отрендерили дом, все, частичный пререндеринг невозможен. Это влияет на оптимизацию и на скорость загрузки сайта в том числе. Поэтому сейчас современные фреймворки отлично интегрируются с этими элементами, и это позволяет нам и сделать какие-то переиспользуемые компоненты, переиспользуемый код, но при этом сохранить оптимизацию. Я уже говорила о том, что важная поддержка — это модули. Это наш не то чтобы тренд, но это вещь, которая наконец-то нами поддерживается полностью с выходом 60-го Firefox. Это то, чего мы долго ждали, то есть наконец-то мы можем упаковывать какую-то функциональность в отдельные наборы и импортировать их в отдельные части. То есть мы делаем переиспользуемый код, который логически разбит на конкретные модули. Это очень удобно. Следующее, TypeScript. Все мы знаем, что наш JavaScript — это не про статическую типизацию, а про динамическую типизацию. Вообще существует много споров о том, что нужна ли в JavaScript динамическая или статическая типизация, что лучше, что хуже. Дело в том, что многие говорят, что нам нужна статическая типизация только потому, что мы не знаем JavaScript полностью. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что с ростом проекта контролировать правильность написания кода и то, как он растет, становится все сложнее. И в этом как раз и помогает нам TypeScript. TypeScript — это новый язык, основанный на JavaScript, логично, и при этом он его расширяет, добавляя при этом типизацию. У него есть небольшой такой конкурент — Flow. Но дело в том, что Flow, хоть его и поддерживают, это не совсем язык, это просто чекер. Грубо говоря, он просто проверяет типы данных, и все. А TypeScript — это уже язык со своим компилятором и так далее. И от Flow наконец-то отказываются. В 2017 году, в 2019 году, в начале 2019 года, Facebook сказал, что он прекращает использовать TypeScript, прекращает использовать Flow в своем самом главном и самом, наверное, популярном сейчас тестовом фреймворке Jest и переходит на TypeScript. В принципе, это может значить только то, что TypeScript развивается. При этом, если будем смотреть статистику того, как развивается этот язык, TypeScript занимает лидирующие позиции среди языков, которые популярны и которые интересны для развития. Он популярен среди разработчиков, потому что приносит логику для построения больших компонентов, проектов. Поэтому, да, много вакансий, которые на TypeScript, поэтому тренд. Лучше учить его. Следующее, что я не могу не рассказать, это про GraphQL, уже его касались. Ну и мы тоже не можем его игнорировать, поэтому в ожидании каких-то суперинновационных фреймворков, библиотек и так далее, уже пора учить GraphQL. Знать, как он заработает, взаимодействовать, что это из коробки. Большой предпосылкой было в том, что в 2017 году многие мастодонты, скажем так, такие как New York Times, Spotify, они стали выпускать свой API на основании GraphQL. При этом некоторые из них выпускают API, который полностью отказывается от REST. То есть альтернативы нет. Поэтому да, GraphQL. Ну и да, говоря о всем этом, я не могу не сказать про фреймворки. На самом деле это забавно, потому что, да,
Фреймворков огромное количество, существуют какие-то тренды. Например, есть замечательный фреймворк, на котором разрабатывают в EPAM. То есть его кто-то выбрал, кто-то решил, что этот фреймворк классный. На нем разрабатывает около 12 человек. Среди нас есть человек, который разрабатывает на этом фреймворке. И прикол в том, что когда в этом фреймворке нашелся какой-то баг, его зарепортали. На следующий день человек, который зарепортил баг, сказал: блин, это не баг. Отрепортил его обратно, и он стал контрибьютором месяца. То есть как бы класс, да? Но шутки шутками, но у нас все равно есть 3 лидирующих фреймворка на рынке. Это React, Vue и Angular. Собственно, все можно хорошо посмотреть, например, тренды по скачиванию, предоставляемые NPM. Можно посмотреть тренды на Overflow, тоже замечательно. Можно посмотреть не очень понятную Google аналитику. Вот честно, кто-нибудь знает, в чем измеряются вот эти вот показатели в Google аналитике? Не совсем. На самом деле они берут самый-самый популярный запрос, и это у них 100%, ну, как единица, а все остальное относительно этого запроса выстраивается. Интерес в том, что этот Vue фреймворк, он такой популярный не за счет европейских пользователей, он популярный за счет пользователей в Китае, потому что его создатель там довольно-таки уважаемый, поэтому в Китае очень много проектов, которые на этом Vue написаны. Но все это хорошо, класс, мы все скачиваем, нам всем нравится, но надо анализировать не только это, нам надо знать, что учить для того, чтобы быть востребованными специалистами. И если посмотреть, ну так кратенько, рынок с вакансиями, можно увидеть, что, например, на том же LinkedIn вакансий по Angular и по React гораздо больше, чем на Vue, в разы больше. А если смотреть доступные вакансии на DevBuy, то мы видим совсем другую ситуацию. Angular, React, на Vue, ну, собственно, вообще ничего. Поэтому выбор за вами. Вы можете учить Angular или React, 2 современные мощные технологии, а можете взять свой смузи и выучить Vue.js. На этом все. Собственно, да. Если есть какие-то вопросы, я могу на них ответить.